Новые крымские приметы. Чем выше столб дыма над НПЗ, тем длиннее очереди на заправках. Все на войну против Украины и на защиту от россиян. Кремль потратит рекордную сумму на армию и полицию. Снова всех переиграл. Кремлевский стратег добился немыслимого. Еще одна европейская страна вспомнила о своих старых секретных разработках. Рекордный за 9 лет. Зачем Кремлю столько призывников? Бунт в правительстве. Вице-премьер Голикова поспорила с Путиным. Нож в спину. Пекин наносит удар теневому флоту. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина выходит с инициативой, которая может изменить карту безопасности Европы. Владимир Зеленский предложил создать совместную с европейскими союзниками систему противовоздушной обороны. Единый щит против российских угроз. Об этом он заявил по видеосвязи на Варшавском форуме по безопасности. Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать совместный, по-настоящему надежный щит против российских воздушных угроз. И это возможно. Украина может противостоять всем типам российских беспилотников и ракет. И если мы будем действовать сообща в регионе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого. Если Россия потеряет возможность наносить удары в воздухе, она не сможет продолжать войну. Глава МИД Германии, в свою очередь, на пресс-конференции в Варшаве, говоря о последних провокациях с использованием дронов и самолетов со стороны Москвы, заявил, что ни одно государство НАТО не будет оставлено на произвол судьбы перед лицом российской волны гибридных атак. Россия хочет проверить нашу решимость. Россия хочет спровоцировать беспорядки. Это опасно и должно встретить четкий и единый ответ. Поэтому наш ответ однозначен. НАТО всегда бдительно, готово действовать в любой момент и защищает каждый дюйм территории нашего альянса. А министр обороны Германии, который также принял участие в Варшавском форуме безопасности, поделился хорошей новостью по укреплению неба над Украиной. По словам Бориса Писториуса, его страна до конца текущего года передаст Киеву еще 2 системы «Патриот». Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, на этот раз в оккупированном Крыму, в Феодосии. После того, как в сети появилось видео столба черного дыма над предприятием, представители российских властей вынуждены были отреагировать. Советник так называемого главы Крыма Олег Крючков заявил, что возгорание произошло из-за нарушения технологии сварочных работ. При этом ранее местные источники говорили об угрозе с воздуха и возможных атаках неизвестных дронов, а движение по Крымскому мосту и морской транспорт частично останавливались. НПЗ в Феодосии имеет стратегическое значение. Он снабжает топливом как российскую военную инфраструктуру, так и гражданские объекты Крыма. Пожар может серьезно ударить по обеспечению полуострова топливом и создать новые логистические проблемы для оккупантов. Мы пришли к консенсусу. Сегодня с 3 часов, с 15 часов дня будет ограничение, значит, до 30 литров в одни руки. Мы договариваемся на всех заправках без исключения. Россия продолжает строить вместо государства нечто среднее между осажденной крепостью и ГУЛАГом. Почти 40% бюджета страны в следующем году пойдут на армию и полицию. Об этом пишет Moscow Times на основе проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года. Расходы на раздел «Национальная оборона» вырастут почти до 13 триллионов рублей. Если добавить траты на национальную безопасность, общие расходы на армию, полицию и спецслужбы составят почти 17 триллионов рублей. Это 38% всех расходов государства. При этом львиная доля расходов, 84%, засекречены. Главное новшество бюджета – план повышения налога на добавленную стоимость до 22%. Другими словами, деньги на войну и защиту правительства от возмущенных граждан вытянут из карманов самих россиян. Вы сейчас будете бросать в экран помидорами, но я хочу заявить, все-таки Путин способен творить невозможное. За последние годы он не только сумел заставить Швецию вступить в НАТО, но и запустил еще один процесс. Как пишет The Times, в стране разгорается дискуссия о необходимости создания собственного, самого мощного оружия. Лидеры шведских демократов и ряд консервативных депутатов прямо говорят о необходимости обсудить национальную ядерную программу либо в одиночку, либо в кооперации с
союзниками по НАТО. Причина проста – опасения перед Россией и ощущение, что стандартных средств сдерживания может не хватить. Разговор этот не является совсем теоретическим. Издание напоминает, что страна уже имела свое ядерное прошлое, реальную программу середины 20 века. Национальный институт оборонных исследований и власти в 50-е годы плотно работали над возможностью создать ядерное оружие. Проект доходил до стадии изучения реакторов для получения плутония и расчетов устройства боеголовки. Велись масштабные испытания, оставившие в Лапландии воронку, ныне называемую озером Фоахауре. К середине 60-х проект свернули, во многом из-за общественного протеста, огромных затрат и секретных гарантий безопасности со стороны США. Остатки плутония в итоге вывезли из страны. Почему нынешняя идея – это не просто ностальгия по старой технике? Потому что технологический и политический контекст другой. Современная Швеция обладает промышленной базой, опытом в атомной энергетике в виде нескольких реакторов, но у нее нет запаса оружейного плутония и нет быстрых коротких путей к фактическому арсеналу. Контекст шире. Похожие разговоры звучат и в Польше, и в ряде других стран. Но реальная переделка европейского ядерного ландшафта потребует не только политической воли, но и масштабных инвестиций, времени и готовности нести серьезные внешнеполитические издержки. Автократы всего мира умеют создавать красивые картинки, демонстрируя Западу свое единство. Но когда красные дорожки сворачивают, каждый режим начинает действовать в своих интересах. Китай в очередной раз демонстрирует политическим союзникам дружба дружбой, а табачок врозь. Как пишет Bloomberg, Пекин готовится ограничить доступ старых танкеров к одному из своих ключевых нефтяных портов – Циндао, который обрабатывает около 1/6 части всей нефти, поступающей в страну. Новые правила вступают в силу 1 ноября и запрещают заход судов возрастом 31 год и старше, а также танкеров с измененными регистрационными данными или недействительными сертификатами. Эксперты отмечают, что меры направлены прежде всего против теневого флота, который доставляет нефть из Ирана и других стран под санкциями. Эти суда часто старые и используют сомнительные схемы идентификации, повышая риск аварий и экологических катастроф. Циндао – важный перевалочный пункт для поставок иранской нефти в Китай. По неофициальным данным, с начала года порт принимал около 300 тысяч баррелей в сутки из Ирана. Самый массовый за последние 9 лет. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В армию отправят 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Эта осенняя кампания станет крупнейшей с 2016 года, когда на службу планировалось направить 152 тысячи человек. После этого показатель ежегодно снижался. Всего с учетом весенней кампании в текущем году, по прогнозам, в российскую армию призовут рекордные 295 тысяч человек. Максимум за почти 10 лет. Учитывая то, что число подписанных контрактов в последние месяцы сократилось в разы, а число потерь российской армии не снижается, рост числа призывников выглядит подозрительно. При этом в Генштабе заверяют, что не будут отправлять срочников на фронт. Но в марте 2022 Путин тоже обещал, что и мобилизации не будет. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Война и экономическая нестабильность способны поднять настроение, например, тем, кто вложился в драгоценные металлы. Цены на золото и серебро бьют рекорды и бьют с размахом, которого не видели годами. Биржевые котировки обновили исторические максимумы. Золото впервые поднялось выше $3800 за унцию. Это $122 за грамм. За день металл прибавил в цене более 1%. Драйверы роста – это слабый доллар на фоне угрозы шатдауна в США, ожидание снижения ставок ФРС и новые пошлины американского президента, которые подталкивают инвесторов к поиску безопасных активов. Кроме частных игроков, активно пополняют свои запасы и центральные банки. Серебро тоже не отстает. $46,5 за унцию или $1,5 за грамм. Это максимум за 14 лет. Металл подорожал почти на 2% за день. Рынок сверкает, как золото в слитках, и инвесторы ищут, где спрятать свои капиталы от нестабильного мира.
Китайские строители снова удивляют. В стране открыт для движения новый мост, который стал самым высоким в мире. Конструкция возведена на высоте 625 метров в южной провинции Гуйчжоу. Этот мост располагается на 60 метров выше предыдущего рекордсмена – моста Бэйпаньцзан. Его длина впечатляет – почти 3 километра. Строительство заняло 3 года, и теперь тысячи жителей и туристов смогут пересекать горы по этому инженерному чуду. Провинцию Гуйчжоу давно называют страной мостов. Здесь сосредоточена почти половина из сотни самых высоких мостов мира. Следует заметить, что речь идет о высоте конструкции над поверхностью земли. При этом рекорд по высоте самого моста все еще сохраняет за собой французский виадук Мийо. Его высота 343 метра. От полета мысли руководителей российского правительства дух захватывает не меньше, чем от достижений китайских строителей. На фоне засекречивания данных о смертности в стране вице-премьер Татьяна Голикова заговорила о продолжительности жизни. Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет. Ранее Голикова заявляла, что в 2028-2030 годах в стране появится препарат от старости. По словам чиновницы, специалисты ведут работу над его созданием в рамках специального нацпроекта, на реализацию которого планируется потратить 2 триллиона рублей. И все это ради россиянина. И кажется, мы все знаем его фамилию. Похоже, опытная аппаратчица придумала, как урвать из госбюджета хороший кусок в военное время. Правда, в каком-то смысле Голикова позволила себе поспорить с начальником. Тот еще недавно убеждал Си Цзиньпина, что можно жить вечно, а тут вице-премьер заявляет о каких-то 100-120 годах. Так ведь и до отставки недолго. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.